Всем добрый день! Сегодня я уже планировала начать кроить свой комбинезон. Я даже подобрала небольшой отрезок, у меня вот здесь остаток, подобрала компаньон для своей ткани, которую выбрала. Я ее хотела просто прогладить паром, то есть провести ВТО таким образом, но обнаружила на ней пятна, причем пятна небольшие, но они ярко выражены и много, их просто много. Я не знаю, каким образом это случилось, но я думаю, что это все-таки при транспортировке. Почему? Потому что у меня в шкафу ткань, я заказывала это уже довольно давно, уже даже не помню когда и не помню у кого. И она у меня лежала в шкафу. В моем шкафу очень много ткани, и ни одна не пачкается, а это именно вот в пятнах. Я вчера ее простирала, она у меня за ночь высохла, но пятна не исчезли, к сожалению. Сегодня начала ее проглаживать, но увидела, что пятна остались. Поэтому сегодня я ее замочила, через какое-то время, ну то есть хотя бы часа два она у меня побудет замочена. Очень хорошее средство, по-моему, не буду врать, японское, по-моему, средство как раз от пятен. И простираю еще раз, но придется, как бы сегодня мне придется отложить, как говорится, процесс создания. То есть я хотела сегодня уже раскроить, но придется отложить, потому что сегодня оно будет стираться, опять же сохнуть оно будет явно до утра, то есть не раньше. Ну, даже если до вечера оно высохнет, вечером я уже работать не буду. В общем, сегодня я посмотрела, кстати, вот хотела еще вот эту ткань рассмотреть. Очень тоже она мягкая. Эту тканьку мне подарила подруга на день рождения. Она очень мягкая, она скользящая. При этом она слегка креповая. Ну, то есть, ну, просто приятная, просто обалденная ткань. Немного эластичная, даже не эластичная, наверное, а пластичная. Но ее мало, ее всего 2 метра. Опять же, компаньона однотонного я не нашла. Тем более, сюда нужна будет подкладка. То есть, ткань прозрачная. То есть, получается, что эта ткань тоже отпадает. Есть еще вот такой шифон, но мне не очень нравится расцветка, такая, знаете, какая-то тускловатая, что ли, серенькая, мелкий-мелкий цветочек. Она сама по себе, фон, я так понимаю, черный, и цветочки здесь серые, белые и бежевые. Ну вот он как бы, в общем, получается вот такой серый оттенок. В принципе, неплохо выглядит, но во-первых, это шифон, он прозрачный, нужно сажать на подкладку, это минус. Плюс это то, что ткань очень тоненькая, в принципе, на подкладку, если взять подкладку тоненькую, то будет нормально, то есть он не будет увеличивать, утолщать, уплотнять, как-то вот не будет. Смотря, ну, то есть, да, подходящую подкладку взять. Это, кстати, у меня был шифон гофре, но гофре вот так вот было, то есть не ровные полосочки были, а именно вот так, да? Елочкой. Но мне не понравилось это дело, оно у меня тоже уже лежит давно, думала, что же с ней делать. Просто я разгладила это гофре, теперь оно просто гладкое. И после того, как разгладила, измерила, и этой ткани у меня 3 метра 10 сантиметров. Но опять же подумала так, ширина, кстати, у него 1,5. Опять же подумала, что-то мне вот не очень хочется. Хочется что-то такое простое, без подкладки. Ну вот такое максимально легкое такое изделие, да. Поэтому тоже стирала, гладила, но опять же нет. Еще нашла у себя в закромах вот такую ткань. Тоже давно она у меня лежит. Хотела я из него сшить костюм. У меня немного верха, то есть я имею в виду, что белый хотела верх, низ черный. Вообще планировала, что это будет какой-то костюм, какой-то либо жилетка с брючками, либо что-то такое похожее. Ткань, я бы сказала, грубоватая. То есть это хлопок с эластаном. Очень эластичная ткань, сейчас покажу. Очень эластичная, посмотрите какая. Хорошая здесь прям эластичность, и она не деформируется принт при растяжении. Не деформируется. То есть, ну, как бы хорошая, да, и восстанавливается ткань. То есть это не трикотаж. Иногда бывает такой, попадается рыхлый трикотаж, который не восстанавливается.
Ну, то есть его так растянешь, он так и остается. Но у меня, во-первых, ширина здесь 140, и здесь ткани компаньоны, я уже говорила, белая и черная. Этого у меня ровно метр, а этого 2,10. То есть получается 3,10, так же, как и шифона. Но шифон у меня, во-первых, тоненький, мягенький, даже если посадишь на подкладку, не будет таким плотным, формодержащим. И его при ширине 150 тоже 3,10. Этой ткани при ширине 140 3,10. Опять же, мне где-то придется урезать себя. Но в чем здесь разница? В том, что вот эта ткань, она достаточно формодержащая. То есть, ну, если сравнивать ее с шифоном, конечно, да, понятно, да, насколько это разница. К чему я сейчас это говорю? К тому, что вот эти сборки, они, возможно, будут колом стоять. Но есть вероятность, то есть, ну, я, допустим, вот здесь вот 18 сантиметров прибавила, да, это половина, 36 к общему обхвату бедер, я прибавила 36, добавила, кроме того, что вот сюда я еще при построении добавляла еще свободу, то есть здесь у меня очень много свободы, и сборка получается очень такая плотная. Я хочу попробовать сейчас, сегодня сшить макет из плотной ткани, и посмотреть, как это будет выглядеть. Возможно, вот эту свободу на сборку немножко убрать, уменьшить, и чтобы сборка вот эта не была слишком такой объемной, да, то есть попробовать сейчас я возьму старые свои простыни, пододеяльники, приблизительно вот что-то по плотности, да, похожий, и сошью для себя макет, и уже посмотрю, стоит ли, то есть как вообще обыграть это все. Может быть, конечно, у меня к тому времени и ткань постирается, может быть, и пятна исчезнут. То есть я как бы сильно на это не надеюсь, но однако же все-таки чем Бог не шутит, да? Вот, поэтому сегодня, к сожалению, мастер-класс я записывать не буду. Сегодня я хочу вот заняться тем, что сошью макет из более плотной ткани, не из такой тонкой и мягкой, как вот я выбрала. Потому что, ну, шифон, я не хочу, честно говоря, сегодня работать с шифоном. То есть такое изделие не хочу делать из шифона. Не хочу. Этого не хватит, а все остальное у меня не больше 2,5 метров. То есть тонкой ткани, к сожалению, у меня очень мало. В основном это 1,5-2 метра. Ну, то есть я брала в основном на блузочки. Поэтому вот это все убираю. Сейчас тоже убираю вот это. Но единственное, что мне нужно рассчитать, что у меня здесь 140 всего ширина, однако же здесь эластичность. Но хотя для такой модели эластичность не нужна. То есть она, в принципе, здесь не нужна. Поэтому я сейчас именно отрежу такой отрез из старой простыни или пододеяльника, не знаю, что я сейчас там найду, именно шириной 3,10 у меня получается, чтобы было в общей сложности. И даже можно взять вот так отрез 1 на 140 и 2,10 на 140. То есть прям взять вот так четко отрезать и посмотреть, как вообще выкладывать, как вообще это будет смотреться и какие сборки делать. Возможно, может быть, даже вот сюда по ширине я уберу немножко сборок. Смотрите, если у вас ткань тоненькая, мягкая, струящаяся, вот как я показывала вот это, да, или как вот такая тканька, ну, то есть, чтобы она действительно была мягкая и хорошо драпировалась, чтобы не стояла колом, тогда вы можете брать вот эту вот уже выкройку, выкраивать на ткани и уже можно сшивать. Но если ткань грубоватая, вот такая, как у меня, да, формодержащая, то придется, я предполагаю, придется убирать ширину, чтобы она не была такой прям, потому что, во-первых, ткань формодержащая, свободы много, и мне кажется, что я буду выглядеть как вот прям колобок. Хотя я сейчас ничего не меняю в выкройке, еще раз повторяю, отрезаю такие отрезы из плотной своей макетной ткани, шью и смотрю, как это будет выглядеть. Ну а на сегодня
Я, к сожалению, с вами прощаюсь. Надеюсь, что вы дождетесь. Надеюсь на ваше понимание и терпение. Дождитесь следующих выпусков. Я обязательно покажу макет, что у меня получилось. Ну и потом уже будем думать. Либо я из этой ткани буду шить, как компаньон. Это будет верх, это будет низ. Возможно, как-то из выпадов где-то я сделаю какие-то манжетики, или горловину, или завязочки, или что-то еще. Возможно, вообще просто я захочу покромсать, допустим, свой верх. Да, ну, например, вот там сделать какую-то кокетку, такую или такую. Ну, то есть я посмотрю еще. Может быть, я, да, еще и, хотя разогналась, ткани мало, но я все-таки буду экспериментировать. Так что на сегодня всем пока, всем до новых встреч. Подписывайтесь, кстати, в телеграм-канал «Швейная продленка». Там удобнее общаться. Если что, пишите свои комментарии, ставьте лайки или дизлайки на ваше усмотрение. В общем, всех жду в своем телеграм-канале «Швейная продленка». На сегодня всем пока.